Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Мой канал об узорах крючком. Я рада приветствовать новичков, гостей на своем канале. Добро пожаловать! Заходите, не стесняйтесь. Гуляйте по каналу, смотрите видео, заглядывайте в плейлисты. Узорчиков уже очень много. Для вашего удобства они собраны в небольшие коллекции под названием плейлистов. Для себя что-то интересное вы обязательно найдете. Отдельный привет, слова благодарности своим постоянным зрителям, подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам из разных стран, разных городов, разных континентов. Спасибо за ваши лайки, комментарии, просмотры, пожелания и так далее. Я сегодня к вам вот с такими ниточками, пока думаю, какие ниточки показать в сегодняшнем узорчике. Мы с такими ниточками уже работали на канале, есть узорчики, можете посмотреть. Ну и с новым узорчиком. Итак, что это за пряжа? Смотрите, она вот такая интересная, секционного окрашивания. Называется Alize Superlana Classic. Дальше идем, читаем состав. По составу это 75% акрил, 25% шерсть. Моточки, смотрите, какие интересные. В 100 граммах находится 280 метров. И там здесь советуют производители, вот, говорят, берите крючок от 3 до 4. Пока не забыла, назову вам цвет. Так, смотрите, цвет 0,6954, да? Правильно посмотрела я? 6954. Я данную пряжу сегодня буду взять крючком номер 3,5. Узорчик очень интересный, чтобы вам все было понятно и доступно. Я взяла крючок 3,5. Вы, в свою очередь, берете любую пряжу. Потоньше, потолще, летняя, демисезонная, зимняя, какая у вас есть. И самое главное, правильно подбирать крючок. Точно так же прочитайте инструкцию, аннотацию к своей пряже, какой вам рекомендует крючок, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, схемку к сегодняшнему узорчику я прикладываю. Схемка разноцветная, хорошо читабельная, все понятно. Поэтому, кто уже умеет работать со схемками, работайте самостоятельно. Кто еще пока не умеет, повторяйте за руками, но обязательно просматривайте схемку. Мы с вами провязали элемент, посмотрите, как он обозначается в схемке. Провязали, посмотрели, провязали, посмотрели. Так вы в дальнейшем научитесь самостоятельно быстро работать с любыми схемками. Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 5 петелек. Давайте я наберу 6 раппортов, это будет 30 воздушных петелек. И одну возьму дополнительно, чтобы узорчик красиво ровно закончился. Итого 31 воздушная петелька у меня, а вы набираете столько, сколько вам будет необходимо. Итак, для начала петелька фиксации. При наборе петелек мы ее не считаем. Теперь я набираю 31 воздушную петельку. Поехали. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31. Вот мой будущий образец. Далее, смотрите, делаем воздушную петельку одну, отсчитываем от крючка вторую петельку. 1, 2, во вторую петельку нырнули и провязываем столбик без накида, 2 петельки вместе. В следующую по порядку петельку нырнули, вытянули ниточку и провязали 2 петельки вместе, столбик без накида. Наша с вами задача провязать вот таким вот образом всю цепочку столбиками без накида, быть внимательными, не провязать лишнего, не пропустить ничего. То есть просто можете считать. Получается, количество столбиков у вас получится ровно столько, сколько вы набрали петелек в цепочку. То есть я набрала 31 воздушную петельку и вот так вот аккуратно, медленно, медитативно провязываю все свои петельки, чтобы у меня получился 31 столбик. То есть несложная математика. Все, и вот так вот до конца ряда. Угу. Давайте самостоятельно. Вот такая у нас получается красота первоначальная. В конце ряда встречаемся. Несложный ряд у вас получится. Давайте. Так, смотрите, вот мы провязали наши столбики. Все ровненько, аккуратненько. Смотрим по схемке, вяжем дальше. Для начала 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Теперь будьте внимательны. Накид. Вот получается 3 петельки подъема у нас были из первого столбика. Так, второй пропускаем. В третий нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки. Стоп, держим на крючке, не провязываем. Накид, сюда же в этот же столбик нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп,
держим на крючке, не провязываем. И точно так же третий раз нырнули, вытянули, провязали 2 петельки, стоп. Теперь все петельки на крючке провязали за один мах. Оп. И обязательно зафиксируйте, чтобы у нас столбики не разбежались. Получается 3 столбика с накидом с общей верхушкой. Дальше 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Накид. В следующий по порядку столбик провязываем точно так же 3 столбика с накидом с общей верхушкой. Вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп. Держим на крючке, не провязываем. Накид. Сюда же вернулись, вытянули ниточку, провязали так, 2 петельки, стоп. Держим на крючке. И точно так же третий раз в этот же столбик 2 петельки, стоп. Теперь все петельки провязали вместе, зафиксировали. У нас получилась вот такая вот арочка. Видите? Такой вот интересный элемент. Дальше смотрите, что мы делаем. Мы пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. Работаем с четвертым. Накид. Нырнули, вытянули ниточку. Провязываем точно так же 3 столбика с накидом с общей верхушкой. 1. Сюда же. 2. Сюда же. 3. Провязали. Обязательно зафиксировали. Угу. Опять 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. В следующий по порядку столбик провязываем точно так же. 3 столбика с накидом с общей верхушкой. И 3. Все вместе провязали и обязательно зафиксировали. Вот еще одна арочка получилась у нас. Опять пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. И четвертого опять начинаем точно так же провязывать. Опять наши 3 столбика с накидом с общей верхушкой. Оп, зафиксировали. 3 воздушные петельки. Следующий столбик по порядку точно так же. 1, сюда же 2, сюда же 3. Провязали, зафиксировали. Как вам? Несложно, да? И вот так шагайте до конца ряда. Угу. Давайте самостоятельно, а в конце ряда я вас встречу. У вас получится. Так, смотрите, вот мы провязали наши вот такие вот интересные арочки, да, из столбиков. Как мы заканчиваем наш ряд? После последнего, получается, вот такого элемента, 3 столбика с накидом с общей верхушкой, делаем накид. Получается, пропускаем 1 столбик и в следующий последний столбик, там где была петелька подъема, мы провязываем столбик с накидом. Все, наш ряд закончен. Дальше воздушная петелька, поворот. Сюда же верхушку этого же столбика провязываем столбик без накида. Дальше верхушка вот нашего столбика, вот этого, заберемся за верхушечку, провязываем столбик без накида. Там, где у нас были 3 петельки воздушные, в арочку 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Там, где у нас верхушка наших столбиков, точно так же столбик без накида. И опять повторяемся. Там, где верхушка наших столбиков, столбик без накида. Там, где у нас арочка из 3 воздушных петелек, 3 столбика без накида. 1, 2, 3. И опять верхушка наших столбиков, столбик без накида. Поняли, да? То есть весь ряд состоит из столбиков без накида. Тут не ошибиться, ничего лишнего не провяжете. Все, ряд такой легкий. Самостоятельно до конца ряда давайте. В конце ряда я вас встречу. Так, смотрите, вот мы провязали ряд нашими столбиками без накида, ничего сложного. Заканчиваем ряд, смотрите, как столбик без накида в верхушечку наших 3 столбиков с общей вершиной. И там, где у нас были 3 петельки подъема, в 3-ю петельку мы провязываем столбик без накида. Все, наш ряд закончен. Дальше 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. 1 воздушная петелька по узорчику. Итого 4 воздушные петельки. Теперь смотрите, во второй вот столбик по порядку мы провязываем опять 3 столбика с общей вершиной. Столбики с накидом. 1, 2, 3. Опять провязали все вместе, зафиксировали. Теперь смотрите, пропускаем точно так же, как вот в самом первом нашем ряду, да, ну вот втором получается, там где пышные наши столбики. Пропускаем 3 столбика. 1, 2,
3 и в четвертый провязываем точно так же опять 3 столбика с накидом с общей верхушкой. 2, 3, провязали вместе, зафиксировали. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. В следующем по порядку столбик провязываем опять 3 столбика с накидом с общей верхушкой. Провязали, зафиксировали. Видите, что в итоге получается? Все то же самое, как вот в этом ряду, просто сместили в шахматном порядке. Все, опять пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. И с четвертого опять начинаем провязывать наши 3 столбика с общей вершиной. Оп, зафиксировали. Угу. 3 воздушные петельки. И в следующий по порядку столбик точно так же. 1, 2, 3. Провязываю быстро, потому что мы с вами уже это вязали. Договорились? Все. И вот так вот шагаете до конца ряда. Не сложно? Не сложно. В конце ряда встречаемся. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот мы провязали еще один ряд. Как бы такие цветочки формируются, да? Как мы заканчиваем ряд? Вот наш последний получается такой набор столбиков с общей верхушкой. Дальше 1 воздушная петелька. И там, где у нас был столбик без накида предыдущего ряда, мы в него провязываем столбик с накидом. Все, наш ряд закончен. Дальше воздушная петелька, поворот. Сюда же в верхушку этого же столбика столбик без накида. Там, где была 1 воздушная петелька, в арочку столбик без накида. Там, где верхушка наших 3 столбиков, столбик без накида. Опять верхушка 3 столбиков, столбик без накида. Арочка из 3 воздушных петелек, 3 столбика без накида. 1, 2, 3. И опять верхушка столбиков, столбик без накида. Верхушка столбиков, столбик без накида. Мы с вами так уже провязывали, да? Вот наш ряд. Вот. Первый, второй, третий. Третий ряд провязывали. Все то же самое провязывайте. Все, ничего сложного. Весь ряд столбики без накида. Давайте самостоятельно до конца ряда. Ряд очень легкий. Так, смотрите, весь наш ряд готов. Все ровненько, аккуратненько, как мы заканчиваем данный ряд. Получается, помните, у нас здесь были 3 петельки подъема и 1 воздушная петелька по узорчику. Так вот, вначале в арочку ныряем, провязываем столбик без накида, а затем в 3-ю петельку подъема провязываем столбик без накида, и на этом наш ряд закончен. Дальше 3 воздушные петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот, накид. Пропускаем, получается, 2-й столбик. Так, из 3-го столбика опять начинаем провязывать наши 3 столбика с накидом с общей верхушкой. То есть, если внимательно посмотрите, мы уже начинаем повторять то, что мы с вами провязывали. Вот наш 2-й ряд узорчика. Дальше 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И в следующий, получается, столбик точно так же провязываем 3 столбика с накидом с общей верхушкой. То есть, сам по себе узорчик представляет всего лишь 2 ряда. То есть, получается, в начале столбики с общей верхушкой, потом столбики без накида. Смещаемся в шахматном порядке. Столбики с общей верхушкой, столбики без накида. Все. То есть вертикальный раппорт узорчика 4 ряда. 1, 2, 3, 4. На самом деле 2 ряда так и повторяются. Все. И опять 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Давайте увеличим образец на несколько рядочков. Посмотрим, что в итоге получится. Получится красиво. Схемка перед вами. Встречаемся через несколько рядочков. Давайте. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот что по итогу получается. Похоже на цветочки, да? Смотрите, вот такие вот они с этой стороны выглядят так. А с другой стороны немножко по-другому. Они как бы выпуклые, видите? Выбирайте понравившуюся сторону. Такая у вас будет лицевой. Это что может быть? Топики, маечки летние, да? Это могут быть шарфики. Вот из этой пряжи, например, допустим. То есть пробуйте, вяжите из демисезонной, из зимней, из летней пряжи. То есть идей может быть море. Это могут быть кофточки, кардиганчики. Согласитесь, да? Узорчик сам по себе не новый. Возможно, кто-то из вас уже им что-то вязал. Поэтому пишите в комментариях, что вязали, что у вас получилось, какими ниточками. Нам будет интересно. Будем читать и вдохновляться. Угу. Итак, из моей пряжи вот так вот.
чуть-чуть тянется, и вот так вот чуть побольше тянется. Из вашей пряжи может тянуться больше, может тянуться меньше. Пробуйте, вяжите. Давайте замерим сегодняшнюю красоту. Итак, допустим, моя пряжа, моя плотность вязания, да, моя рука, мой крючок. То есть у всех может быть все по-разному. Так, у меня это получается сегодня аж 19,5 сантиметров. Вот такой вот большой образец получается. И здесь цветочек, так скажем, полцветочка и столбики, да, 2 ряда. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ну, не до конца провязали, да, получается 11, так скажем. Это у нас будет 11 сантиметров. Все. То есть получается, что 11 рядочков, 11 сантиметров можно рассчитать. Но обязательно провяжите своей рукой, своей пряжей, своей плотностью вязания, своим крючком. У вас могут быть совсем-совсем цифры по-другому. Вот так вот менялся цвет от розовенького, потом такой бежевый, да, потом темно такой грязно-фиолетовый. А потом, смотрите, он будет переходить в коричневый. Смотрите, а потом будет в желтенький переходить. И вот таким вот образом опять бежевый и переходить в сиреневый и потом такой вот розовый. Вот такие вот интересные переходы. Как бы не сильно короткие, не сильно длинные. Вот так получается. Как вам? Пишите тоже комментарии. Вязали ли данными ниточками? Что у вас хорошо получается именно данной пряжей? Тоже будет интересно почитать. Надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. И обязательно пишите комментарии. Это помогает продвижению канала. Сохраняйте себе в плейлисты, делитесь со своими друзьями, подружками в соцсетях, вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.